Ну что, слышно? Раз, два, три. Всем привет. Привет, привет. Хочу вам рассказать сегодня про свой новый мотоцикл. Немножко. Может, кому-то будет полезно. Это CF Moto 1000 MTX. Так, у меня вырубает. Надо как-то сделать, чтобы не вырубало. Ладно, будем. Про свой новый мотик хочу вам рассказать. Вот CF Moto 1000 MTX. В Европе его уже активно все катают. Можем немножко рассказать. Я до этого катался в 2025 году катался на Yamaha Tenere Rally 2025 года с электронной ручкой газа, с обновленной подвеской, которую там наконец-то подлечили под более агрессивную езду. Yamaha на 25 год заказала у Каябы, то есть там полностью регулируемая Каяба, и она кастомная, то есть для этой версии. Там, например, специальные усиленные ломы сами по себе, она более прочность, жесткость имеет выше. Там, что там, напыление Кашима для лучшего страгивания и так далее. То есть она, в принципе, работала очень мягко, с коробки была неплохая. Я вот катал целый год. В этом году, месяц назад я где-то вернулся с путешествия. У меня было путешествие на почти месяц. Я проехал 12-13 тысяч километров. Из них, наверное, половина, точно больше половины, это вне асфальта. Так называемый Транс-Евро-Трейл, там маршруты такие есть. В моем случае я начал где-то около Тулузы во Франции, встал на Бездор и поехал в сторону Испании к Бильбао, потом Сан-Себастьян или как-то так, Сантандер, вот туда. Сантандер, да, на юг, потом в Португалию, всю Португалию проехал, опять въехал в Испанию на самом юге, думал доехать до Гибралтара, почитал там довольно скучный маршрут и поехал вдоль гор, там чуть-чуть севернее юга Испании есть горный хребет, тоже красивый. В общем, сделал классное путешествие у меня было, хороший опыт. И на свежие дрожжи могу рассказать и сравнить Yamaha Tenere, священную корову, которую все так любят, с вот этим китайчиком. Вот. Добавлю от себя, что Yamaha мне нравилась, классный мотоцикл, все устраивало. Очень крутой, комфортный, неприхотливый, супер тяга. Я там добавил, заменил еще выхлоп, сделал, поставил, поднял его наверх. Итальянский HP Corse такой есть, фирма такая. Очень хорошо стал звучать даже с DB-киллером. Приятный звук, не раздражающий. В общем, мотик классный, одно удовольствие, но были нюансы. Можно немножко рассказать. Значит, моя модификация, я добавил туда квикшифтер вверх-вниз. Довольно неплохо работал. На горячий мотор как-то работал хуже, непонятно, тоже странно. И проблема была в режиме там спорт и Explorer, два режима езды. В этой версии Yamaha уже было. В стандарте, в этом спорт режиме хорошо квикшифтер работает, в Explorer начинает дергать мотор. Видимо, нужны какие-то другие конфиги, потому что газ другой, по-другому мотор реагирует. Карта, получается, мощности тяги, она другая, и он, в общем, странно работает. Но при этом в Explorer, если целыми днями ездишь и едешь так относительно спокойно, он более мягкий, покладистый, не рвет. Потому что в спорте у него такой переход от нуля к дополнению газа, он так постоянно дергает мотоцикл. Вот многие говорят про китайские мотоциклы, что китайские мотоциклы этим грешат. Но вот Yamaha Tenere с электронным газом 2025 года тоже есть нюансики. Потом еще нюансик расскажу. Что мне не нравилось, у меня несколько раз были на серьезных маршрутах могли быть проблемы. Они были, я чуть там не разложился. Это не отключение, нет возможности отключить передний ABS. Вот. И на крутых спусках, горах, где-то мы ехали там по лесу, где лежат листья, ты нажимаешь передний тормоз, и он у тебя катится, как будто ты ничего не нажал. Вот. Пару раз чуть не улетал в обрыв. Вот. Поэтому такое зло.
этот АБС для агрессивной езды. Кто ездит поспокойнее, там режим путешественника, смотреть виды по бокам, не съезжая там с накатанных автомобильных грунтовых дорог, ну, тому таких проблем нет. То есть в таком режиме применения все это как бы вы даже не поймете, о чем я говорю. Как только вы начнете немножко агрессивнее ездить, использовать мотоцикл, ну, более спортивно, скажем так, да. Кто катал, например, Hard Enduro, вот многие крутые пилоты и не очень крутые, кто более-менее классно катается, они до этого катали Hard Enduro на мотоциклах. Вот у них есть понимание, они знают, что такое трасса, что такое хард, где такое, что сложность, что есть легко. Вот. Они не боятся там маленькой горки, каких-то булыжников и так далее. Вот. У меня опыт 2 года катания Hard Enduro. Я там не супер какой-то пупер-пилот, но ездить я умел. Бревна, там прыгал, скакал что-то. Горки, морки, короче. Наверное, как и многие. Вот. Hard Enduro ездил КТМ, у меня был 450 4T. Такой нестандартный выбор для многих. Ну, вот так получилось, такой мотоцикл. В принципе, я им был доволен. Потом я купил Husqvarna 300-ку, но так и не покатался, продал ее с переездом. Из-за переезда пришлось продать. Так, что еще расскажу? Расскажу, сейчас буду туда-сюда скакать. Был у меня, чтобы вы понимали, что не только тенеры. Тенеры это год, вот я уже как переехал, здесь купил в Европе новые тенеры, катал год. А до этого у меня был Гусь ГС 1218 года. На нем я около года покатал. Прикольный, классный мотоцикл, но я тогда еще, это до Hard Enduro, это, наверное, в 2020-2019 году он у меня был. Я еще довольно слабо катал, скажем так. Потом я купил Hard Enduro, научился ездить, понял, что проблема была не в мотоцикле, а во мне, что нужно было учиться ездить. Меня там сначала, говорю, по пескам его кидает и так далее. Ну, сейчас, после Hard Enduro школы, совсем другой уровень езды. На тенеры тоже я, получается, купил, у меня был перерыв 2 года. Это немножко надо рассказать, чтобы вы понимали про статистику моего применения. Так, дайте я еще раз посмотрю, как там у нас кадр. Его можно так подальше. Вот, расскажу вам, что... Вот так, да, нормально? Ага. Вот, можно так пока встать. Значит, на тенеры я накатал, мало того, что год, я накатал на ней и продал ее 23 тысячи километров было на одометре, чуть больше. 23, 145, что такое я его продавал. Ну и за 23 тысячи тоже вкатился, понял, что такое тяжелый мотоцикл, есть своя специфика управления. Ну, как бы логика та же, но специфика есть. Нужно к ней привыкать, нужно понимать, должен быть классный баланс, никаких выставлений ног, забыть вообще про выставление ноги, если что-то не получается. Либо ты на подножках до конца в балансе, либо ты, ну, как это, либо ты не выставляешь ногу. В общем-то, в сложных техничных секциях сидеть на жопе, на них заезжать можно, но надо скилл, и это заканчивается обычно так себе. Вот. Если мы берем какие-то супер каменистые ручьи, такие подъемы, там, где обычно такое в Hard Enduro катаешь, казалось, что там делать на адвенчер мотоцикле, но вот у меня так получилось, что мое вот это путешествие, Португалия, Испания, у них был сильный там потоп, там поразмывало дороги, реки, и этот маршрут TED, который был как бы рассчитан изначально для адвенчер мотоциклов, либо таких переделанных Hard Enduro, типа 450-ки, 500-ки, переделанные там с дополнительными баками, вот обычно на них там ездили, то все, это стал трек местами чисто хардовый. И ты приезжаешь такой, что делать, там пешая тропа, смыта бывало, то есть ее нету дороги, смыта дорога, здесь обрыв, тебе надо по такой узенькой дорожке сбоку натоптали, прямо на склоне, там такой огромный уклон, и надо как-то, ну, ты развернуться там смысла нет. Ну, ты же как бы едешь, приключения, все дела, поэтому едешь. Это, в общем, знаю, что такое баланс, вкатился очень хорошо в тенеры за это время, много на ней там падал сам, много падал, да. Много это типа 1 раз в день,
Ну, для меня это было много, потому что я вообще не падаю обычно. Там трек был тяжелый, ехал в таком агрессивном режиме, пытался все успеть, большой километраж на самом деле, надо было его разбивать, ехать не месяц даже, я не знаю, ну, 1,5 месяца минимум надо было. Я пытался вот уложиться в этот месяц, меньше даже. И из-за этого, конечно, это подводило. В общем, теноры плюсы. Задняя прогрессия, мягко работает из-за этого подвеска. Здесь нету задней прогрессии. Теноры плюс двигаться по мотоциклу неплохо. Подвышенное сиденье сразу в базе, у меня было в версии ралли. Вставание в стойку, у тебя угол в колени не такой большой, не болят колени на продолжительных этих многодневных турах, не затекает ничего. И ну, легко вставать в стойку и садиться на сиденье. Здесь стандартное сиденье, это версия высокая, 230 мм ход подвески. Здесь стандартное сиденье 870 миллиметров. И, соответственно, собака лает, мешает. 870 против 915 у тенора. То есть ногами стоишь устойчивее, но угол в колене очень острый. Переходить в стойку, садиться назад неудобно. Буду заказывать сюда подвышенное сиденье. Есть. И будет где-то там 890 плюс 2 сантиметра. Будет ракета, пушка-гонка. Вот. Поэтому теноры, значит, была переобута, переделаны покрышки на бескамерные, потому что там в 21 веке камерные покрышки возить, пробивать, снимать, разувать, переобувать, возить с собой эти ломы, монтажки, это, короче, утопия, абсурд и так далее. Это как бы... И тенеры вообще, она вся из таких вот абсурдов. Это мотоцикл-легенда, как бы его такую сделали, священную корову, такой священный грааль, на который нельзя ничего плохого говорить. Но много моментов в реализации мотоцикла, они довольно спорные. И прикольно, что какие-то другие бренды сейчас, при этом мотоцикл все равно классный, пользуется популярностью, он крутой, все супер. Повторяют какие-то вещи. И я когда вот покатался сейчас на CF Moto, я уже 1000 проехал за недельку. Ну, за недельку. Один трип мы поехали на день. Это было 480 километров, и еще там 2 выезда было, вот, и на выходе 1000 километров уже прокатился на нем. Уже даже приложить успел, тоже расскажу. В общем, когда я сел и начал кататься на CF Moto, когда я его уже купил, я могу сказать, что... Так, секунду. Посмотрим, что там у нас кадр. Нормально в кадре все. Значит, что собака, блин, стрёмная, его там хозяин держит, она лает на меня, хочет кинуться, поэтому, ладно, может, это вырежу, буду вставлять. Вот. Короче, когда я сел на этот мотик и прокатился, особенно когда вкатился, блин, это вообще разная школа. Это вот мотоцикл современный, а там, несмотря на все даже там эти электронные, то, что они там подобавляли, которое плохо работает, трекшн там, значит, у тенора один режим, нету датчика наклона, только сейчас добавили в 26 году World Trade. То есть изменение влияния трекшн контрола от наклона мотоцикла. Да? Если вы сильно наклоняете, он должен быть очень агрессивный газ, а на ровном мотоцикле максимально давать, там даже легкую пробуксовку давать мотоциклу. Вот там такого нет, он супер агрессивный, ну неплохо работает, он хорошо, что он есть. Сцепа там обыкновенная, здесь сцепление уже проскальзывающее стоит, знаете, не знаете, то есть там при скидывании, там, например, на 2 передачи, если вы где-то резко ехали, квик-шифтером, там, тух-тух, 2 вниз, на теноре можно легко было заблокировать заднее колесо. Оно прям жестко работало. Здесь оно мягче, здесь нету блокировки заднего колеса, я его пока не получал. Так, идет ко мне, сейчас я, наверное, буду выключать. Нет. Овчарка, ну его в баню, не хочется с овчарками связываться. Вот. Сейчас можем еще так вот встать, постоим с этой стороны, с этого ракурса. Вот. Что еще? Сейчас еще расскажу что-нибудь интересного. Дайте я на паузу, я сейчас переключу.
Короче, пока собака тут не убегает, я тогда так подсниму, про мотик расскажу. Что мы имеем? Что такое этот мотоцикл CF Moto? Да? Смотрите, у нас в базе стоят Brembo. Тормоза ракета. На фоне того, как работают в Тенеры, просто тормоза также работают как в хард-эндуро мотоцикле. Вот, я так скажу. Вот у меня был КТМ на Брембах, хард-эндурные. Они такие же, такая супер крутая модуляция. Все очень четко, классно, идеально, да. Потом подвеска у нас тут Каяба. До этого на 800 MTX какая-то там стояла итальяна, какая-то китайская. И у них болтала, вот здесь вот был люфт даже с новых мотоциклов. И это прям массовое явление. И не знаю, решили они или нет. Короче, там был косяк с этой подвеской. Здесь уже Каяба стоит. Такого факапа нет. Вот. Что дальше у нас интересного? У нас мотор здесь. Это новый мотор КТМовский, обновленный, который стоит в КТМ Duke 990. 946 кубиков. В случае с CF Moto его подрезали, ему сделали 113 лошадиных сил. Пока блок Bosch этот не взломали, не хакнули, я там смотрел, но я думаю, это вопрос ближайшего времени. Я думаю, с него те же 130 сил, 120, 130 будут снимать, просто разблокировать. Так как тут электронный газ, обычно просто, когда он выходит на пиковую мощность, программно видит, что мощность уже начинает превышать там 110 сил. Просто прикрывает сам автоматически дроссельную заслонку. Вот. Так, тормоза Brembo. Смотрите, какие колеса бескамерные колеса у нас. Что там? Вот тут можно посмотреть. Сейчас посмотрим. Что это такое? Вот такой бренд GLM. В общем, они бескамерные. У нас из такого, сейчас буду вспоминать. У нас квикшифтеры стоят сразу же. У нас демпфер руля регулируемый. Вот плюс-минус это крутишь, регулируешь. У нас подсвечиваемые пульты. У нас брошинка вот эта вот Brembo передняя, такая вот какая-то навороченная. Здесь тросиковое сцепление. Заказал пока что легкий выжим, поменяю. Вот меняется вот эта вот качелька. Плечо больше под один палец. И потом, возможно, после этого еще и закажу магистраль. От Магура есть гидравлическая магистраль. Вот. У нас из интересного здесь задний амортизатор тоже Каяба с регулировкой. Удобно здесь. Вот. Этого не было как бы 800 MTX. Это как добавили. Теперь рассказываю. Да, продолжим еще. Расскажу дальше. Что еще? Такой вот мониторчик. Мониторчик классный. Первый, который я видел на мотоциклах, который реально функциональный из всего, что встречалось, скажем так. У него есть CarPlay. Не знаю, подключился он или нет. Да, он подключился. Ну, давайте Google Maps откроем. Вот у нас есть Google Maps. У меня всякие там есть Organics Maps. Это типа вот Maps.me для adventure путешествий. Я уже не помню, как там. Ладно. Вот он определил. Тут даже маршрут проходит. Вот. Очень удобно. Работает только с CarPlay. Кнопочкой нажал, вышел в такое меню. Могу сюда переходить. Можно кнопками работать, можно сенсором работать. Переходим сюда. Вот у нас сюда все начинает выводить сверху в эту строку. В принципе, классно, удобно, пользоваться приятно. CarPlay тоже можно с пульта управлять. CarPlay беспроводной. Так, что еще? Очень удобно вот обычной кнопкой Traction Control включать-выключать во время езды без всяких остановок. Дальше очень легко вот этой кнопкой Function вызывать подогревы, включать там или еще какие-то режимы, все что угодно. Дальше режимы
режимы, как они режимы? Режимы езды. Стандарт, Rain, Offroad. В оффроде вот можно менять типа traction, но сразу говорю, есть баг в прошивке. Эти значения, вот это влияние, оно, короче, ни на что не влияет. То есть он всегда супер зажат. Либо выключен, либо очень зажат. Так же, как в стандарте. Пока есть косячки у них по прошивке. И есть самое прикольное, это если мы держим, зажимаем и держим кнопку, у нас режим вот такой вот All Terrain. Что у нас дает All Terrain? Это полный газ, такой же, как в стандарте, потому что в оффроде газ, карта газа другая, он более мягкий. Здесь все, у вас вся мощность как будто доступна. Здесь выключен трекшн и полностью выключен ABS перед-зад. Самый боевой, честный, трушный режим, и классно, что он здесь есть. И так вот легко кнопку нажал, перешел опять в какие-то другие. Оффроад можно переключать в движении Rain, а вот этот, как его, All Terrain, нужно остановиться. Как будто бы. Но я не уверен, может что-то изменится. Порты USB-C, USB, в принципе, там по 18 Вт, в принципе, достаточно, можно ничего не выдумывать себе. Вот. Дальше, они правильно расположены. У Yamaha у меня было здесь вот сверху Type-C порт, и он туда попадала вода, и он быстро сгнил, и мне пришлось убирать, ставить обычный прикуриватель 12 вольт и уже ставить такие обычные зарядники. И возил с собой по несколько штук, 2 на всякий случай. И, кстати, у меня один сперли в Испании, и вот пригодился второй. Так, ладно, что еще интересного? Ну еще здесь эта вся история, все эти приборчики, мониборчики. Здесь стоит телеметрийный T-бокс, у них такой блок стоит, и этот мотоцикл умеет у нас через приложение мы можем общаться с ним, видеть, где он находится, типа сигнализация, то есть он выключен. Я подойду, кто-то его там подойдет, потрогает, мне сразу приходит сообщение, что там ваш мотоцикл трогают, или он там передвигается, либо еще что-то. Я вижу, где он находится. То есть такая заводская сигнализация, скажем так. Должен быть еще режим мастер добавлен, но пока его нету. Мастера нету, хотя уже сказали, что типа должен быть. Второй баг я вам рассказал про работу трекшена в оффроде. Это тоже баг, да. Есть еще баг. Баг есть такой, что тут должна быть температура внешнего воздуха, а ее нет. И вот сейчас вышло, я видел, уже в Китае раскатили прошивку, и они добавили эту функцию. И третий баг есть, вот, или фича. Он показывает, сколько топлива на сколько километров хватает. Вот он сейчас пишет более 180 на полном баке. Второе, вот мне непонятно, здесь пишет 1/2, как будто здесь, и логично, как будто здесь половина бака и должна идти дальше. Но нет, это полный бак. Это зачем они здесь 1/2 написали, непонятно для меня. Ладно. И, в принципе, шкала уменьшается правильно, никаких вопросов у меня нету к отображению топлива. Есть вот с этим вопросиком. При этом в приложении я могу зайти, я вижу свой мотоцикл, у меня правильно отображается. То есть там полный бак заправляешь, пишет там 470 километров, что я могу проехать. И подтверждаю, был сейчас случай, вот мы катались, я проехал порядка 475, наверное, километров на баке. И заехал на заправку, и у меня зашло 21,8 литров. Бак, напоминаю, 22,5. Вот. Это чтобы вы понимали, сколько можно проехать. Круиз-контроль есть, работает хорошо. Еще есть плюсики и минусы, это квикшифтер. Квикшифтер работает классно, но с нюансами. Он классно работает в режиме стандарт и all terrain, где вот этот полный газ по двигателю доступен, карта полного газа. В оффроде он работает странно, он не в попад, ну как паузы, вот эти задержки выключения двигателя некорректные. И вообще бывают моменты, что он просто не срабатывает. Вы лапку тыкаете, как будто не будет у вас никакого квикшифтера, просто механически пытаетесь переключить, выключить насильно эту передачу. То есть, я думаю, допилят, может быть. Прикольно, что он обновляется по воздуху. Подключаешь его к Wi-Fi, мне приходит там сообщение, что доступна новая прошивка.
Я читал инструкцию, написано, что он может и по вот этой сим-карте типа сам качать, которая там стоит. Вот. Но можно отдать ему Wi-Fi домашний, и он тогда проверяет, там заходишь, делаешь. Вот. Что еще интересного, не знаю. Покажу, как это выглядит меню. Mapbox — это значит ихние карты. CarPlay, понятно, Apple CarPlay. Еще есть MotoPlay. MotoPlay — это типа история, когда можно ее подключить на Android, если у вас Android. Вот это через скачиваете родное приложение, он позволяет такую имитацию CarPlay делает, но только, правда, на одно приложение, как я понял, Google Maps. Этого я не проверял, но вот рассказываю, есть такой нюанс. Но возможность есть выводить все равно. Пока сделано круто с Android. Эти карты я даже не пробовал. Не знаю. Он сейчас, видишь, что-то хочет от меня. Ладно, потом разберем. Ну, короче, она работала, вот эта карта внизу. Я не знаю, что он там сейчас ему не нравится. Может, из-за того, что CarPlay подключен. Шероховатости есть, но в целом работает все замечательно. Вот. Ну, проехал. Ну и было падение у меня. Я уже поставил гарды, пришли мне, заменил. Было падение на левую сторону. Видите, как бы мотоцикл на 35 километрах на асфальте шуршал. Что мы имеем? Вот у мотоцикла такие слайдеры защиты бака идут. Видите, до дырки стерто. Вот. КТМовская тема, КТМовские жбаки, это идея КТМа вся была. И CF-Moto, CF-Moto для КТ, если кто-то не знает, может на всякий случай, 790 Adventure, моторы там 1290 и много чего еще, 790, 890, делал для них CF-Moto. В Китае построен завод CF-Moto KTM. Он у них сейчас на заднем дворе. Раньше был самый большой, а сейчас такой на фоне, как CF-Moto разросся, там такой маленький заводик остался. Вот. Они, соответственно, делали КТМ 790, хорошо научились делать мотоцикл, поэтому здесь они ничего не изобретали. Здесь либо у них R&D отдел, в принципе, с КТМовским какой-то там общий есть. Я думаю, они сюда КТМ привлекали специалистов КТМ для разработки этого мотоцикла. Вот. Поэтому тут не то, что там они что-то только взяли и сперли. Тут я бы не сказал, что здесь что-то сперто, но концепция, подход в проектировании очень похож на КТМ, очень сильно. Вот, значит, баки здесь классные, слайдер отрабатывается, слайдер этот пластиковый меняется, можно его заменить, можно поставить там корыто, кто-то ставит дуги, но для меня и так широкий, и вот тут еще дуга ставится, но я пока не понимаю, зачем она нужна, потому что вот было падение, у нас пострадал бак, вот здесь протесала подножку, и вот немножко здесь вот тоже, наверное, видно, да? Да и вот и все. А как я упал, на кольце ехали уже, мы откатали трек, ехали уже назад, и на кольце я ехал против солнца вечером на закате. Можно посмотреть еще сюда на фару. И кто-то рассыпал пшеницу, я ее не видел просто, она как шарики такие были. У меня просто там без шансов, я в наклоне на кольце шел. Пшеница, трафик очень серьезный был, то есть ты смотрел на автомобили по бокам, чтобы там никто-то тебя не выскочил, не сбил и так далее. Ну и все, и чух, и полетел. Вставлю видео, засняли, со мной ехал там знакомый, у него регистратор стоял в мотоцикле, и он заснял это падение. То есть он ехал чуть медленнее меня, из того, что можно предположить, что скорость была где-то 35 км в час. Об бордюр он еще ударился. Ну вот такие повреждения. И многие ж на КТМе, прикол КТМов этих Adventure 890-х, 790-х, на них не ставят никто дуги. Не набирают вес на мотоцикл. Что он и так живучий. Там, я там на форуме начал писать про дуги, там один мне говорит, я говорю, что пленкой может быть, закатаю просто бронепленкой. Потому что, в принципе, на Алиэкспрессе есть пленки, продаются уже для 800 MTX, и они такие бронированные, плотные, твердые. Вот я думал, таких пленок купить, просто закатать его, и никаких дуг не ставить, не набирать вес. Для меня это критично, я вот езжу сложные маршруты, падаю, часто еду, вот у меня был трип один, я ездил, сейчас хочу опять скоро поехать, и опять, может быть, на месяц.
И поднимать потом одному мотоцикл, это очень тяжело. То есть там в случае с Yamaha Tenere, у которой супер тяжелый центр тяжести, это было дико неудобно все. Вот эти все подъемы, подъемы. Вот. Там, особенно если с отрицательным углом рулем вниз падает. Здесь за счет баков он не падает плашмя так, его гораздо легче поднимать. У него с завода сразу вот эти даже ручка есть, я ее не снимал, там, хотя как будто бы вот в Тенере их не было, я потом доустанавливал, потому что тупо поднять мотоцикл невозможно. За руль ты его поднять там практически не можешь. Вот, ладно, что еще про этот мотоцикл расскажем? Что планируется? Планируется, скорее всего, замена выхлопа на титановый. Можно минус 3 килограмма только с вот этой задней банки снять. Это поставить тот же фирмы, этот итальянский HP Corse, либо какой-то другой можно поменять. Второе, вот эту банку выкинуть. Я не знаю, это не катализатор. Катализатор у нас вот, там лямбда, здесь лямбда на выходе. Это как-то там, я забыл, как он называется. В общем, она тоже глушит, убирает импульсы с мотора. Мотор работать начинает очень мягко. Такое чувство, что у вас не двухцилиндровый двигатель с работой 275 градусов, как у Yamaha 270. У него такой очень приятный V-образный звук. А за счет этой банки звук такой более равномерный. Там сглаживает она эти импульсы, шмимпульсы. В общем, вот эту банку тоже можно выкинуть. Сюда ставят такой маленький расширитель. Сглаживать эти пульсации все равно нечистое колено продолжение. Вот. И это позволяет сэкономить где-то 7-6 килограмм, по-моему, веса. Дальше у нас вот здесь под этой крышкой находится аккумулятор свинцовый. Его тоже бы заменить на литиевый, потому что он довольно высоко находится, весит он много. На нем можно тоже килограмма 3, а может и больше скинуть. Это вот то, что я хочу сделать. Это аккумулятор и выхлопную систему. Кто знает там Project 18, да, наверное, все Никитосы знают, кто будет смотреть, русскоговорящая публика. Он себе делал 790 переделывал, вот у него там выхлопную он менял. Вот в принципе, это же по сути одна и та же платформа мотоцикла. Поэтому вот можно посмотреть и брать за основу, что-то делать похожее. Единственное, там в моем случае мне этой подвески выше крыши за глаза. Она здесь более пружинистая, более жесткая, для большей агрессивной езды. В отличие там, от той же Ямахи, по стоковые значения немножко хочется отбой отпустить, потому что на острых корнях отбивает в руль. Но с другой стороны, я уже сейчас вкатился, мне как бы даже наоборот окей. Это я буду смотреть дальше, пока подвеску даже не трогал. То есть вот сейчас обкатал спокойно, в ближайшее время прохожу ТО, едем тут еще пару дней катнуть, маршрутики такие, попутешествовать. Вот. Сразу ловушка стоит в цепи. То есть, да, ловушка стоит. Что буду еще делать? Сидушку менять на подвышенную. Подножки, замена на... У CF Moto есть фрезерованные, они пошире будут, на этих неудобно. Ну, они нормальные, но по сравнению с... У меня титановые стояли, по-моему, стояли на Yamaha Tenere ралли-версии. Они очень крутые, там просто цепляешься за них, прям держак сумасшедший был. То есть обратная связь, стоишь уверенно на мотоцикле. Здесь этой уверенности нет. Эти зубики, они такие... как сказать, они не острые, их затачивать что ли надо. В общем, и стоишь она уже неудобно для ноги. Если вы не пробовали, станете типа окей, да. Ну, я вот тоже поездил сейчас, как бы окей, но когда попробовал нормальные подножки, их хочется заменить. Я уже видел там вот их, CF Moto продает, там, по-моему, в Китае их там просят $75. Я думаю, что здесь даже может быть у дилера еще и дешевле, потому что некоторые вещи... Здесь дилер предлагает цены вполне адекватные на запчасти или на вот эти аксессуары. Сиденье, по-моему, стоит, на доллары сейчас переведу, может $150 с подогревом, вот это подвышенное. Тут тоже, кстати, с завода подогрев, ручки подогрев, сиденье подогрев, все уже стоит. По сути, мотик большинству людей будет достаточно. Резина
Переднее, заднее уже пришло, переднее жду. Буду ставить Mitas Enduro X-Trail XT Plus, вот как-то так называется. Раньше это было E09, там E07, когда их там называли, вот E09. 80% типа бездорожья, 20 асфальт. Потому что вот это STR у нее наоборот, 20% бездорожья, 80 асфальт. На асфальте, конечно, зацеп, все, она рулится классно. Мотоцикл вообще рулится круто. Едет легко, на нем скорость не ощущается абсолютно никак. Вообще никак. То есть 150 он идет супер легко, нету никакого сопротивления. Ямаха, ты так газ скидываешь, она такая сразу же тормозит. Здесь как-то накат лучше. При этом момента у этого мотора очень много. Вот этот новый мотор, у него в целом там, по-моему, 105 ньютон-метров пиковый момент, но он и на низах есть. Я привык к Ямахе ездить с этих низких тракторных оборотов, не крутить мотор. Я и на этом сейчас также практически езжу. Я немножко вот сцепление отрегулировал в правильном месте, чтобы оно брало. Езжу по той же аналогии, технологии. Вот. Что вам еще рассказать? Значит, тут я уже заменил. Зеркала я уже заменил. То есть небольшой тюнинг уже пошел в ход. То, что буду еще делать, рассказал. Еще из доработок. Вот такая есть фигня. Видите? И вот это можно устранить. Там такие направляющие есть. Они по втулкам работают. Либо на 3D принтере печатают втулки меньшего диаметра и убирают этот люфт. Либо сами направляющие покупают большего диаметра. Вот. Можно сделать. Я там посмотрел, Василий такой, Ефремов, по-моему, фамилия. Вот он недавно, у него 800 MTX он себе купил для туризма. И он эту тему разбирал, показывал. Вот такой вот мотик, классный, ракетоносный. Что там еще? Давление в шинах есть, да? Да, есть, еще так добавлю, да. Датчики давления шин тоже есть, да. Все с завода есть. Мотик крутой, классный, могу рекомендовать. Пока доволен, очень, мне очень нравится. Вот. Думаю, что покатаюсь, посмотрим, что, но лучше пока ничего не будет. Лучше выйдет, скорее всего, выйдет уже 800, вот этот, на вот этом же моторе, не знаю, как его назовут, 990, как его там КТМ назовет, Adventure. В следующем году он выйдет, они там обещают, что в конце года нам его покажут. В 2027 году, к следующему сезону, он будет доступен к продаже. Вот если его на что-то и менять, то это вот, скорее всего, на какой-нибудь КТМ. И я уже видел там шпионские снимки, показывали этого КТМа, который тестирует. Вот ровно этот же монитор стоит. Возможно, CF Moto для них его напишет, ПО, может, тоже будет CarPlay. Потому что супер удобная штука, не нужны вот эти дополнительные навигации, навешивание, вот это куча всякого оборудования, такой едешь как этот. А кто ездит активно, бывает иногда, что можно уйти через руль. Если здесь еще навешать чего-то, это все можно нафиг снести. Вот. Поэтому я против таких историй. Что еще? Ну, вот такие у меня защитки классные, асербисы. Единственное, с этой здесь машинка другая, не как 800-ки, и видно, как стоит направляющая, она больше выпирает, пришлось здесь такие втулочки поставить. Вот. Такие же у меня защиты стояли на Тенеры. Там немножко другой вот этот крепеж в комплекте шел специально для Ямахи. И здесь там иначе руль устроен, иначе что-то ставилось. Единственное, что я поставил сюда, получается, ушли усилители. То есть это более такая эндурная тема. Здесь руль как от эндуро мотоцикла. Вот эта фиксация и все остальное. Здесь раньше такие довольно большие грузики были. Вот, наверное, еще вот столько, не знаю, 5 сантиметров торчали. И они, кстати, тоже вот помогли. Вот там пластиковая защита. Сейчас, может, я положу, может, уже и цепанет этот пластик, а может и нет. То есть вот это выпирание руля здесь было, она помогала при падении, не страдал боковой пластик. Вот. Сейчас этого у меня нет. А есть заводская защита. У нее здесь все-таки небольшой грузик они оставили. Ну, не знаю, надо поездить, посмотреть. Типа для стабильности это добавляют, чтобы он стабильнее себя вел. Посмотрим. Ну вот как-то так. Такой, думаю, обзорчик вам рассказал. Потом отдельно вот поеду на выходные кататься. Отдельным видео уже сниму
с покатушки какие-то моменты и расскажу. Так в езде феноменально, ощущается гораздо легче, чем он есть. Ни с каким модж, там вот все, что с верхними расположением баками, вообще не сравнивать. Это другая, это 21 век, да, а это все там старые мотоциклы с этими верхними баками. Прошлое, их брать точно не стоит. Ну, я бы не брал, по крайней мере. Я сейчас как попробовал, что это такое, о чем вообще речь. Вот. Он ощущается, как будто он весит на килограмм 20, на 50 легче. Вот если Тенера у меня весила 210, я еще облегчал, там выхлоп менял. То есть она мне там окей, пусть там добавил дуги туда-сюда, там 208 килограмм она у меня где-то весила, там с облегчениями всеми. А это 222 по мануалу весит, я его не взвешивал с полными баками. А тот с полным баком 208. Так вот, мне кажется, вот по ощущениям, как ты на нем ездишь, у тебя такое чувство, что здесь вес 180 килограмм, а Тенера весит 230 килограмм, вот 220. Ну пусть Тенера 220, значит этот 180. Минимум на 40 килограмм легче. Закладывать на ногу его легче, нету давления. То есть можно, когда вот где-то на месте разворот вот этот делаешь, выставил, чуть наклонил, нету такого давления. Легко ловить мотоцикл. Если где-то немножко с балансом ошибся, его легче вернуть. Там уже намного все это надо так хирургически точно это все отрабатывать и больше сил на это тратить. В стойке очень удобно, колени вот здесь вот обжимают, вот в этом месте. Очень удобно обжимать его. На песке идет как танк, ехал там, давление скидывал, зад делал 1,3, 1,5, по-моему, а перед 1,8. Можно было сделать 1,5 перед, 1,3 зад, или даже меньше, 1,2. Вот, по пескам тут ездил, был такой, секция километров 5, просто как ракета. Летит, очень, очень комфортно, очень легко едется. Морда легкая, очень легко поднять переднее колесо. Проезд каких-то бревен по сравнению с Тенера легче происходит подъемы. Там тоже привыкаешь, ты тоже это все поднимаешь, все у тебя получается. Но здесь просто это легче. Ты сразу садишься, так просто. Он так хочет, он так стремится. Вот. Как-то так. Я думаю, вам этот обзор будет полезен. Может, кому-то сделают выборы. Тут мотоцикл может выглядеть как-то там кому-то не очень. Не знаю, но мне очень выглядит. Вот эти пластики здесь матовые, черные в тему, потому что здесь обычно висят сумки, все это всегда... У меня Ямахи были выкрашены. Они, во-первых, такие полуовальные. Здесь она как полка идет. И на этом полуовале там это все сумками протирает, оно такое все зацарапалось, некрасивое. А колхозить, там пленку клеить, ну да, надо клеить какую-то пленку, ну блин, вы же сделали с завода мотоцикл для этого, их же покупают для путешествий. Почему они здесь это предусмотрели, а нам нет? Вот, еще, почему типа КТМ, скорее всего, что добавят в КТМе? Понятно, что настройки будут, электроника круче будет вот это все работать по сравнению, как здесь вот эти трекшены, мэкшены. Там у КТМ их там 28 этих режимов. Хотя в мастер, который здесь должен быть, они обещали, что у тебя будет там 7 режимов, чуть ли там не 7, или 5 или 7 режимов управления газа, 7 режимов трекшн-контрола, там и точно так же, по-моему, с АБСом вмешательство можно регулировать. Вот, это первое. Второе, я думаю, что подрамник вот этот, который здесь стальной, у КТМ будет алюминиевый. Как в 1290, 1390. Они его и в 990 поставят. Такой будет еще более совершенный мотоцикл. Еще немножко сэкономят веса, еще добавят больше прочности. Короче, там такая будет пушка-гонка-ракета. Боевой снаряд. Этот же их не новые индусы, которые сейчас владельцы основными пакетами акций теперь могут как-то влиять. Они сказали, типа, слоган, я буквально вот сегодня читал статью, и он комментировал, что руководство КТМ слишком увлеклось зарабатыванием денег и забыло, что они делали очень крутые мотоциклы. И типа сейчас мы вернем это и начнем, чтобы они опять начали делать классные мотики. Вот. Посмотрим. Вот это, это очевидно, тут КТМ приложил руку, очень классный мотик. Да, он такой более простяцкий там в каких-то вещах, но в целом, блин, за свои деньги класс.
Вот эту историю КТМ, она более крутая, облегченная, соответственно, неподрессоренная масса меньше, он будет лучше рулиться. И в таких вот мелочах КТМ будет чуть-чуть выигрывать. Хотя, говорю, здесь за счет того, что они поставили сейчас нормальную подвеску, нормальные тормоза, то, чего не хватало 800 MTX, топовые тормоза, топовая подвеска, для вот адвенчера больше не надо. Круто едет, круто, просто рекомендую. Просто must have. Поэтому он своих денег стоит, хотя у нас тут сейчас 800-ки продают с хорошим дисконтом. Ее можно взять, 800-ка, наверное, стоит 8500 евро где-то. Давайте на евро будем переводить. А этот стоит где-то 10 600, 10 800 евро. А до того, как их привезли, их предлагали, была прайсовая цена 9 950, 9 900. Вот. Но из-за того, что спрос пошел довольно высокий, они сейчас подняли цену, уже вроде как 10 800 будет цена. Вот так вот. Что еще? Вот смотрите, видите с завода, куда они тут наклеили бронепленочку? То есть много таких мелочей здесь тоже, много продуманного, интересного, прикольного, классного. Какие-то пульты, кнопочки перекочевали. Вот эта кнопочка есть в МТ-450. Задний фонарь с МТ-450 точно такой же. Поворотники такие же. Наверное, это и в КТМ такие же стоят, не знаю. Вот так вот. Зеркала я заменил. Тут тоже были такие складные зеркала. Но ты, если вот как я ехал, тюкнул бы, вот как у меня было, здесь оно просто чуть-чуть ушло, вот это левое зеркало, все осталось целое, его даже не поцарапало. То там можно было бы поломать, либо самое страшное поломать вот это вот здесь где-нибудь в креплении. Неприятная история будет тогда, затратная. А так, смотрите, пластиками все закрыли. Проводочка как уложена, вон, видите, как все красиво, аккуратно, сковородно. Вот. Что они еще добавили? Добавили. Что еще интересно? Думаю, что я еще, вот может что-то забыл еще рассказать вам. Ну давайте заведу, не знаю, послушайте. Кнопка просто нажал, он сам заводится, контролирует, не надо держать. Булькает, нормально. Но звук все равно сглаженный, пульсацию они сгладили. Кстати, иногда прострелы идут, да. Иногда идут прострелы там на скидывании такие, они мягкие, буль-буль-буль-буль-буль. То есть вот эту штуку, если убрать, нормально будет похлопывать иногда. Свет хороший. Так, я тут непонятно, что снимаю. Свет, кстати, окей, неплохой, но скажу сразу, я не знаю, еще здесь нормально ночью не поездил. У Yamaha Tenere вот эти с новыми этими линзами, прямоугольными, а не круглыми. Очень классный свет, очень крутой. Я прям ездил, у меня были часто ночные поездки, особенно с дальним включаешь вместе, там дополнительный никакой свет был вообще не нужен. Даже вот для моих таких бездорно путешествующих поездок по всякой истории. Ну вот такой обзорчик, предобзор. Так что всем удачи, думайте, смотрите, выбирайте, катайтесь. На своих катайтесь, без разницы какой мотик. Главное, катайтесь, не ждите лучшего времени. Действуйте. Вот. Что еще тут? Panasonic. Да? Panasonic. Да. Действуйте, друзья. Все, всем удачи. Спасибо за внимание.